Всем привет! Сегодня мы сделаем замечательную тыкву. Нам понадобится шарик пенопластовый, далее краски акриловые, белый, оранжевый, красный, желтый, зеленый, масляная пастель 242 и 233, белая пастель, лак для ногтей или акриловый лак, ножницы, кисть, нож, клеевой пистолет и стержни и утюг. Поехали! Шарик у меня 24 сантиметра в окружности. Берем шарик, немножечко подминаем его, для того, чтобы тыква не была такой круглой, чтобы у нее внизу была более плоская поверхность, и здесь наверху тоже не было таким скругленным. Поэтому мы прижимаем, получается вот такой пончик. Вот такая красота, уже больше похожа на тыкву, чем на шарик. Далее делаем разметки посередине. И еще раз посередине, то есть выявляем центр, можно даже немножечко уже надавить на нож. Далее делим еще раз посередине, делаем такую звездочку, и еще раз посередине. Тем самым мы делим нашу тыкву на 8 частей, то есть делаем такие тыквенные бороздочки. Они должны доходить до сюда, поэтому аккуратненько старайтесь идти ровно, чтобы у вас были ровные бороздки. Ножиком проходимся и создаем эти бороздки. Они должны быть, ну, примерно миллиметров 5 в ширину. Лучше делать сначала с ровных, то есть чтобы у вас было полностью ровные бороздки. Здесь они, по сути, должны сходиться, но это дно, поэтому это не обязательно. Проходимся везде ровненько, аккуратно. Чем аккуратнее сделаете эти бороздки, тем красивее и аккуратнее тыковка у вас получится. Будьте аккуратны, некоторые шарики пенопластовые могут ломаться, то есть вот видите, у меня уже немножко тут ломается пенопласт. Будьте аккуратны, но в любом случае нам нужно проделать отверстие, чтобы потом туда фоамиран, в эту глубину мы будем фоамиран вставлять и тем самым отмечать наши бороздки. Поехали дальше. Обрабатываем полностью всю тыковку. У меня нажим. Будьте внимательны. Обязательно нужно делать так, чтобы был нажим. Потому что иначе бороздки будут только на поверхности, а внутри у нас пространства не будет. Аккуратно проходимся. Даже если у вас немножко сломался пенопласт, ничего страшного. Мы все это перекроем. Сейчас наша задача сделать ровные бороздки, чтобы они были одинаковые, симметричные и красивые. Так, ну вот мы подошли уже, получается, к последней бороздке. Вот такая тыковка у нас получилась. Теперь наша задача эти бороздки сделать пошире, в разные стороны поворачивая нож, отодвигаем пенопласт как бы и создаем некую форму тыквы. Даем возможность сделать отверстие побольше. Если они получатся немного кривыми, ничего страшного, мы все это перекроем. Наша задача сейчас раздвинуть бороздки, чтобы здесь было достаточно пространства. Так, еще раз сюда, сюда. Это делаем с нажимом довольно сильным. Не забывайте, и у основания тыковки тоже нужно отодвигать пенопласт друг от друга, чтобы бороздки было видно. Так, со всех сторон точно так же обрабатываем все 8 бороздок. Я сейчас делаю маленькую декоративную тыкву, но по такому же принципу можно работать и с большими шариками. Это у меня кашпо, еще не готовые. Но вот я говорю о том, что можно делать этим же способом и большой шарик пенопластовый, и, соответственно, маленький. В центре верхней части тыквы можно проделать небольшое отверстие. Далее располагаем тыкву на фоамиране с очень большим запасом и вырезаем прямоугольник. Получается вот так. Теперь нагреваем всю поверхность нашего фоамирана на утюге.
Как только нагреем всю поверхность фоамирана, переворачиваем тыковку и сразу же обволакиваем полностью по тыкве. Далее подкручиваем фоамиран, немножко вытягивая, очень аккуратно, потому что он тоненький. Фоамиран — это зефирка. Подтягиваем и отрезаем лишнее с запасом примерно вот здесь. Отворачиваем одну часть нашей тыквы, наносим клей на нижнюю поверхность и тем самым клеем фиксируем основание. Аккуратно, чтобы все было ровненько. Смотрите, от горячего клея может порваться фоамиран, поэтому будьте крайне осторожны. Донышко зафиксировано. Мы делаем дальше. Наносим клей в бороздочку. Можно даже попробовать в 2 бороздочки. Аккуратно, по очереди, подтягивая фоамиран, так как сейчас очень горячий клей, фоамиран может деформироваться. Берем пилочку или обратной стороной ножа, проходимся по бороздочкам, аккуратно проклеивая фоамиран внутри бороздки. Точно так же обрабатываем остальные поверхности, остальные бороздки тыквы, всю поверхность. Аккуратно. Здесь пока не трогаем. Далее будем и убирать весь лишний фоамиран на поверхности. Но наша задача сейчас работать с бороздками. Аккуратно. Чем глубже делаете, тем красивее и реалистичнее у нас получится. Далее срезаем все лишнее сверху, оставляя примерно по сантиметру. Далее наша задача подклеивать фоамиран, подтягивая его одновременно
во внутреннюю часть, которую мы с вами проделали заранее. То есть, чтобы тыковка была наиболее ровной. Все бороздки, все кусочки этой тыквы мы должны аккуратно во внутреннюю часть подогнуть и заклеить. Все, что лишнее, ненужное, вы можете отрезать по дороге, потому что здесь нужно работать очень аккуратно, подтягивая фоамиран максимально ровно. Где-то можно даже вот сюда, в бороздке, протянуть таким образом, чтобы тыква была максимально ровной. Поехали! Примерно вот так должно получиться на первом этапе. Здесь не волнуйтесь, мы все перекроем хвостиком тыквы. Не забывайте немножечко сжимать, потому что шарик довольно плотный, он может принять форму обратно. Поэтому аккуратно. Вот такая красота уже получилась. Мой оранжевый слишком яркий, пришло время окрашивать, поэтому я взяла желтую и белую краску и буду ее перемешивать до тех пор, пока не будет достаточно оранжевого цвета. Мне нравится вот такой яркий оранжевый. Полностью покрываем тыкву оранжевым цветом. Я полностью окрасила тыкву в оранжевый цвет. Пока еще краска не высохла акриловая. Я набираю желтую краску и делаю вот такими желтыми мазками на каждом кусочке тыквы небольшие блики. Это нужно делать именно на
мокрую краску, чтобы потом все разошлось и получился красивый градиент. Можете взять еще и белые такие же блики, и красные, то есть чем ярче будет ваша тыква, тем будет симпатичней. Возьмем прямоугольник 10 на 20 сантиметров примерно, плюс-минус. И нам нужно будет разогреть его на утюге. Аккуратно. Это будет наш хвостик. Прикладываем на утюг хорошенько, проглаживаем. Хорошо разогреваем. И с помощью губки начинаем закручивать вниз, создавая трубочку. Это будет наш хвостик. Видите, здесь появляются небольшие заломы. Так и должно быть на хвостике от тыквы. Хорошенько прокручиваем, чтобы полностью фоамиран разогрелся. И резко начинаем тянуть, растягивая хвостик, чтобы он не был таким плотным. Тянем до полного остывания фоамирана, не сильно. Обратите внимание, у меня появились вот такие классные заломы. Они как раз таки будут хвостиком нашей тыквы красивой. Отрезаем у широкой части, то есть чтобы нижняя часть была немножко пошире. И длину хвостика можете выбрать сами. У меня вот будет он немножко загнут. Вот такой хвостик. Можно его подогреть чуть-чуть на утюге, чтобы он загнулся, принял форму. Придать. Все, вот такой вот хвостик тыквы у меня получается. Далее нам нужно будет запечатать вот здесь вот срез таким образом. И далее уже можно приклеивать к основанию нашей тыквы и окрашивать в зеленый цвет. Намешаем светло-зеленую краску для хвостика. Я добавила темно-зеленый, желтый и белый. Аккуратно перемешиваем. И можно окрашивать. Примерно вот такой светло-зеленый, желтый у нас должен получиться.
После того, как тыква подсохла, нам нужно будет подклеить наш хвостик сюда в серединку, вот таким образом. Просто наносим клей в сердцевину и располагаем хвостик так, как нам бы этого хотелось. Распределяйте его, как вам удобно. Так. Как только хвостик схватился и уже точно не упадет, нам нужно распределить клей вот таким образом. То есть это будет место, откуда растет наш хвостик. И мы должны создать его с помощью горячего клея. Видите, вот такое звездообразное. Тем самым также перекрываем все неровности на тыкве, которые у нас были в самом начале. Аккуратно горячим пистолетом создаем хвостик тыквы. Убирайте сразу всю паутинку, потому что она нам не нужна. Она будет лишней. Ждем до того момента, когда высохнет весь клей. И окрасим его тоже акриловой краской. Далее можно взять проволочку. Бумажные обмотки обязательно. У меня это проволока коричневого цвета. Удобнее, конечно, брать белого. Я взяла вот такой фломастер. И сейчас сделаю небольшой стручок кудрявый, который растет от нашей тыквы. Тоже вот таким образом добавляем сюда тыковки. Аккуратно. Я уже залезла в клей. И точно так же все окрасим зеленой акриловой краской. Пока клей остывает, мы можем все это дело заглянцевать и окрасить акриловым лаком или лаком для ногтей всю нашу тыкву. Пока не задеваем основание вот здесь, все остальное окрашиваем акриловым лаком, создавая градиент всех ярких красок, которые здесь присутствуют. Возвращаем нашу зеленую акриловую краску, которую мы уже намешали, и по подсохшему клею аккуратно ведем и окрашиваем клей, чтобы он был зеленого цвета частью хвостика. Аккуратно стараемся не попасть на тыкву. Чем гуще краска, тем легче окрашивать, поэтому будьте внимательны, аккуратно. Краска, в принципе, ложится хорошо на клей, но если что, нужно будет нанести несколько слоев. Не забывайте наш стручок подкрасить тоже зеленой акриловой краской. На проволоку бумажной обмотки краска ложится очень легко. Белой пастелькой можно выделить немножко рельеф нашего хвостика, чуть-чуть буквально пройтись, и также добавить немножко темных оттенков, буквально чуть-чуть придать фактуру.
Ну вот и все. Наша тыква закончена. Можете добавлять ее в свою осеннюю композицию.